Привет, дорогие криптаны! В этом видео мы с вами обсудим очень важный аспект доминации биткоина. С вами канал Просто Крипто, и давайте начинать разбираться. Но перед тем, как начать, хочу порекомендовать тебе подписаться на наш телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости и инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну и если ты трейдер или просто хочешь купить биткоин или альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Ну а мы начинаем. Биткоин-доминация или же BTC.D. Это показатель, который отражает соотношение рыночной капитализации биткоина к общей рыночной капитализации всего крипторынка. С момента выхода первой криптовалюты в течение следующих лет биткоин оставался абсолютным доминантом на рынке. Это было обусловлено тем, что не было достаточного количества других криптовалют, которые могли бы составить ему конкуренцию. Однако по мере появления и развития других криптоактивов его доминация стала снижаться. Итак, что же такое альтсезон и вообще какое он отношение имеет к доминации биткоина? Периоды, когда доминирование биткоина падает и другие криптовалюты перенимают значительную долю капитализации, называются сезоном альткоинов или же альтсезоном. Считается, что сезон начинается, если в течение последних 90 дней в 75% из 50 лучших альткоинов деньги поступают быстрее, чем в биткоин. В это время сам биткоин зачастую снижается после обновления исторического максимума или же входит в стадию боковика. Во время альтсезона снижение доминации биткоина неизбежно. Начало альтсезона можно предположить по нескольким сигналам. Первый – это когда инвесторы получают большую прибыль в биткоине. Они, как правило, реинвестируют ее часть в альткоины. В этот момент доминирование на рынке перетекает в их сторону. И второе – это ажиотаж вокруг определенных альткоинов. Однако альтсезон предсказать сложно, так как рынок криптовалют волатилен и непредсказуем. Как показывает практика, яркие альтсезоны бывают редко и длятся недолго, так как инвесторы начинают фиксировать прибыль, тем самым увеличивая количество биткоина. Альткоины вследствие резкой распродажи начинают снижение. Во время альтсезона курсы криптовалют, особенно с маленькой капитализацией, могут вырастать в десятки тысяч процентов за короткое время, что позволяет некоторым участникам рынка получить большую прибыль. А теперь чуть более детально про индекс доминирования. Стоит отметить, что доминирование биткоина не отражает его реальную стоимость, а рыночная капитализация не означает приток новых средств. И наоборот, рост рыночной капитализации биткоина не означает, что его доминирование тоже растет. Индекс доминирования – это только показатель, который отражает циркулирующее предложение и текущую рыночную цену. К индексу доминирования часто обращаются трейдеры, которые на его основании принимают решение либо занимать позиции на рынке биткоина, либо перемещаться на рынок альткоинов. Если индекс снижается, то можно сделать вывод, что инвесторы отдают предпочтение альткоинам. Такое часто происходит на растущем рынке. В противоположном случае, если альткоины активно продают, то это может говорить о страхе инвесторов и желании вкладывать в менее рисковые активы, то есть биткоин. Как же правильно читать график доминации биткоина? График доминации биткоина выглядит так же, как и обычный график, только с возможными максимальными и минимальными значениями. График может отображать значения от 0 до 100, где 100 – это вся капитализация крипторынка находится в биткоине, а 0 – это вся капитализация крипторынка находится в альткоинах. Как можно увидеть из данного графика, до февраля 2017 года доминация биткоина держалась в районе 95 или даже 100. А это означает, что с 2009 по 2017 год почти вся капитализация крипторынка находилась именно в биткоине. Но потом массово начали появляться альткоины, которые и впитали в себя часть капитализации. Так а где же смотреть эту доминацию биткоина? Наиболее простым и верным способом доминацию можно посмотреть на TradingView. Регистрация не обязательна. Для того, чтобы это сделать, мы просто открываем TradingView, на начальном экране нажимаем на поисковую строку и пишем BTC.D и выбираем первый пункт. Ну а после этого откроется график доминации, который можно анализировать. Ну и напоследок давайте также обсудим индексы и графики доминации альткоинов. Аналогичным образом можно посмотреть доминацию почти любого альткоина в том же TradingView. Можно прописать просто название монеты и
и точку D. Есть еще индекс альт-сезона. Индекс альт-сезона — это, пожалуй, самый простой способ узнать, переживаем ли мы сезон альткоинов или нет. Выглядит это примерно так. При этом значение 24 не относится к распределению капитала. Оно означает, что 24% альткоинов росли больше, чем биткоин за последние 90 дней. И если значение достигает 75% и выше, то мы переживаем с вами альт-сезон. Ну а если значение падает ниже 25, то это сезон биткоина, когда деньги из альтов назад перетекают в биткоин. Ну и теперь давайте подведем итоги. Доминирование биткоина — это лишь один из многих возможных показателей, который описывает текущую рыночную среду. Возможно, в будущем соотношение будет становиться все меньше, а этот индекс может стать бесполезным, и альткоины уже не будут столь сильно зависеть от цены биткоина. Но это лишь вариант возможного развития событий. Ну и на этой ноте наше видео подошло к концу. Надеюсь, что вам было интересно и полезно. Если вам понравилось, то не забывайте ставить лайки и колокольчики, а также подписываться на канал. Ну и, конечно же, пишите в комментариях, о чем бы вы хотели следующее видео, чтобы мы с вами таким образом делали контент вместе. И перед тем, как попрощаться, хочу напомнить, что у нас есть замечательный телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости, инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну и если ты трейдер или просто хочешь купить биткоин или альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Все ссылочки в описании. С вами был канал Просто Крипто, и помните, что крипто — это просто.